Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду стягать вот такие две заготовки. Расскажу, почему эта заготовка у меня более плотная стежка, зачем и где это применяется. Также, конечно же, эти заготовки я стягаю для чехла, для вышивальной машинки, но стежку, технологию можно применять абсолютно в любых изделиях. Итак, в этой заготовочке использую все тот же турецкий хлопок, проклеенный флизелином, поролон мебельный 0,5 и ткань изнанки. И сейчас я разметила прямоугольник, нужной мне формы. Все размеры деталей буду давать уже в мастер-классе по чехлу, так как эти видео все-таки посвящены стежке. А кто захочет шить чехол, там уже будут все размеры. Итак, начиная с нижнего левого угла, всю разметку я делаю вот такой ручкой, исчезающей от горячего утюга, и купила я ее в обычном канцелярском магазине. Итак, я совместила свой транспортир с углом 90 градусов и делаю отметку на 110 градусов. Вот отметка 110 градусов. И я делаю отметку. Провожу линию уже линеечкой, начиная от угла и ориентируюсь на эту линию. Ширину между линиями вы, конечно же, определяете сами. Я делаю очень просто и быстро на ширину линейки. Итак, после того, когда у нас все линии сделаны в одну сторону, начинали мы с левого нижнего угла, теперь мы переходим в правый нижний угол и точно так же находим наши сначала 90 градусов, затем 110, вот у меня отметочка 110 градусов в другую сторону, и точно так же рисуем линии в обратном порядке. Вот такие ромбики у меня получились, и у вас обязательно получится, если сделаете градусы 110. Если поиграться с градусами, получается абсолютно другая картина. Вот посмотрите, я делала зарисовку, и здесь 110. Такую, какую я выбрала, а здесь 100. Посмотрите, они более вытянуты, очень интересный вариант. Но я решила, что для моего изделия лучше подойдет 110, но я обязательно 100 в каком-нибудь изделии использую. Мне очень нравятся такие вытянутые ромбы. И далее, приступая к стежке, я хочу дать несколько советов. Первое. Мы всегда начинаем изделие стягать с условной середины. То есть, например, вот с вот этой линии. Я начинаю сверху, иду вниз, обрезаю нитку, опять иду сверху, вниз, сверху, вниз. Так я прошиваю абсолютно все линии в одну сторону и только затем в другую. Этот способ, эти поочередные действия не дадут вам перекоситься в вашей заготовке. Все ромбики будут одинаковые и, конечно же, красивые. Вот такие стеганые ромбы у нас получились. Вот такой объемность, структурность, очень приятные тактильные ощущения. Есть объем. Все, что нужно для изделия есть. И, конечно же, ровность. Ничего нигде не перекосилось. Все ровненько и идеальненько. Конечно же, я уже рассказала, как этого добиться, но забыла сказать, что обязательно сэндвич. Все 3 слоя. Прежде чем идти к машинке, я хорошенечко скалываю. Чем больше булавочек, тем лучше будет результат. Обзор по булавочкам я делала, показывала, какие есть у меня и какая в них разница. Кто не видел, я оставлю ссылку под этим видео. Ну а с этой заготовочкой все. Вторая деталь этого видео – это вот такой прямоугольник. Ингредиенты все те же, стягать будем сразу. И для начала я расчертила на ширину линейки свои квадраты и затем сделала вот такие линии. Я их закончу на всю полностью заготовку. Итак, для тех, кто не видел, я уже показывала их немножко вот в таком варианте. Но для тех, кто не видел, объясняю, рассказываю. С одного угла любого квадрата, это мог бы быть вот этот квадрат, это не важно, я провожу линию, совмещая вот все уголочки. Здесь у меня не полный квадрат, поэтому до уголочка оно не доходит. Далее, следующий квадрат я пропускаю, то есть я тут не веду линию, и через один. То есть все вот эти линии сделаны через один квадрат. Так я сейчас доделаю и вторую сторону. Когда все линии в одну сторону я прочертила, я начинаю в другую.
Итак, вот этот квадратик у нас с одного его угла уже есть линия, и мы проводим со второго вторую линию. И так делаем каждый квадрат. Зачем вообще нужна вот такого рода стежка? Эта деталь у меня должна быть жестче, чем все остальные. Она должна супер держать форму, и чем чаще стежка, тем более грубее становится сама заготовка. После того, как мы все прочертили, прежде чем идти к машинке, конечно же, все сколоть. И как я буду делать стежку? Для начала я пройдусь по вот этим коротким ровным линиям, затем длинные линии, и таким образом я уже простегаю свои квадраты. Затем любая линия либо в этом направлении, либо в этом, но все в одном направлении, и затем все в другом направлении. Вот так выглядит моя заготовочка после стежки. И, как обычно, присутствует и объем, и структурность. В общем-то, все, что я хотела добиться в этой детали. В следующем видео я из этих разностеганных заготовок сошью чехол для вышивальной машинки. Покажу, как это смотрится, как выглядит и как вообще в комбинации смотрится разная стежка. Ну а на сегодня все. Спасибо всем за лайки. Кто не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока!